Всех приветствую. Давайте посмотрим, что у нас изменилось на крипторынке за последние сутки. И если смотреть общую картину, то она в основном положительная. После недавнего пролива биткоина и всего крипторынка потихоньку начали отскакивать, а кто-то даже больше остальных. Давайте посмотрим, какие были новости, и посмотрим графики. Что же касается шортов и лонгов по биткоину, у нас ничего практически за последние 24 часа не изменилось. Плюс-минус 2%. По другой криптовалюте примерно то же самое. Никаких резких скачков не было по страху трейдеров. Индекс страха и жадности. Страх якобы немного уменьшился. Вчера он был 13, сегодня 14. Это все еще очень низкий показатель. И пока на рынке у нас до сих пор экстремальный страх. Вчера мы по данному графику радужному перемещались в зону дешевого биткоина. Сегодня же случился небольшой отскок, и мы снова в ходле. Напомню, этот график показывает, куда примерно стоит ожидать биткоин в ближайшем времени. Мы максимумы еще не достигли. Когда мы будем в красной зоне, тогда уже можно будет с уверенностью продавать. Что же касается ликвидации, то за последние 24 часа было ликвидировано 120 тысяч трейдеров на общую сумму 715 миллионов долларов. Лонгов и шортов примерно одинаково, брели в обе стороны. Grayscale же за последние 24 часа нас немного удивили. Кроме лайткоина и линка, которые они постоянно покупают, купили небольшое количество биткоин кэш. Все остальное также продолжают сливать. Из важных новостей, которые нас ожидают в ближайшем времени, это легализация в качестве платежного средства биткоина в Сальвадоре. Эту новость добавили буквально сегодня, и случилась она уже сегодня. О том, что хотели это сделать и внесли законопроект, я сообщал вчера, и вот его одобрили, и в Сальвадоре теперь можно расплачиваться биткоином. Сейчас посмотрим, какие у нас новости публикуются в СМИ. Это Bloomberg у нас решил напомнить, что у нас близок так называемый крест смерти. Это когда скользящие средние 50-дневные и 200-дневные пересекаются. Вот здесь на графике это видно. Еще немного. Если мы резко отсюда не развернемся и не пойдем вверх, то эти скользяшки пересекутся, и на истории чаще всего это было предвестником медвежьего затяжного рынка. Посмотрим, что будет у нас на этот раз. В Иране призвали к созданию нормативной базы для криптовалют. Для защиты национальных интересов и капиталов граждан Ирану необходимо как можно скорее разработать нормативно-правовую базу для криптовалют. Это у них заявил президент. Неплохо, конечно, что крипту обсуждают на уровне президентов, но все ее хотят контролировать. В какую сторону больше будет контроль, пока непонятно. Будут ли ее как-то жестко контролировать и ограничивать, либо это будет такое же платежное средство, как и в Сальвадоре, пока непонятно. Здесь идет речь пока только о легализации, ну и сборе налогов. В Китае же у нас, в Синьцзяне, резидентов одного из крупнейших майнинг-хабов обязали прекратить работу. Биткоин-майнеры парка экономического и технологического развития Шаньдунь, базирующегося в префектуре Чаньцзы, провинции Синьцзян, сколько слов подряд сложных, получили распоряжение от местных властей о немедленном прекращении деятельности. Вот такую инструкцию с Алиэкспресса прислали им, в которой говорится, чтобы они сворачивали свои фермы. Я вот не понимаю, почему Китай так жестко пытается все это пресечь. Они являются лидерами в криптомайнинге, и вместо того, чтобы создавать хорошие условия, они просто рубят все на корню. Ну, дождутся, когда какая-нибудь другая страна, более лояльная, заберет все это к себе, под свое крыло, так сказать. А вот и в США регулирующие органы усомнились в законности DeFi рынков деривативов. Децентрализованные платформы для торговли производными финансовыми инструментами могут нарушать закон о товарных биржах США, считает комиссар комиссии по срочной биржевой торговле. Я не только считаю, что нелицензированные DeFi рынки деривативов плохая идея, я также не понимаю, насколько они законны в соответствии со своими там какими-то законами. Вот у нас появилось и еще одно ружье, так сказать, на стене, которое может выстрелить и обвалить в нужный для китов момент рынке. То есть удочку закинули, что DeFi у нас не особо так легален и может нарушать законы. И в удобный для них момент они просто выкатят и запретят все эти проекты. Отличная сфера для манипуляций. И снова в США, на этот раз налоговая, запросила увеличение финансирования для усиления надзора в криптосфере. Они хотят увеличить бюджет на 2022 год на 32 миллиона долларов, чтобы расширить возможность налогового администрирования в сфере криптовалют и борьбы с киберпреступлениями. На эти деньги они привлекут подрядчиков, пополнят свой штат специалистами, чтобы лучше отслеживать все перемещения и уплату налогов в криптовалюте.
А что касается центральной новости, которая сегодня позволила рынку подрасти, это Сальвадор, страна такая, первым в мире легализовал биткоин как платежное средство. Благодаря этому произошел резкий рост крипты. Посмотрим, насколько этой новости хватит, вытащит ли рынки на поверхность, так сказать, со дна. Мы сделали это, написал в своем аккаунте Twitter глава ассамблеи депутат Эрнесто Кастро. Сейчас в стране начнут использовать биткоин в качестве платежного средства наряду с американским долларом. Отмечается, что закон вступит в силу через 90 дней после публикации в официальном вестнике страны. Получается, если его в ближайшие дни опубликуют, то через 3 месяца, это в начале сентября, могут быть уже совершены первые платежи. Хорошая новость для того, чтобы на этом получить рост. Будут громкие заголовки, что прошли первые платежи, что все классно. Еще одна отличная новость – это Amazon разместил вакансию блокчейн-специалистов в области DeFi. Они открыли вакансию руководителя отдела блокчейн-продуктов, имеющего опыт работы в сфере децентрализованных финансов. Это отличная новость, потому что позволяет полагать, что Amazon не хочет останавливаться в развитии и продолжает увеличивать штат сотрудников в криптосфере. Revolut запустил торговлю Dogecoin в мобильном приложении. Revolut – это такой онлайн-банк. Теперь там поддерживается возможность покупки, продажи и хранения уже 30 криптовалют. Ранее я говорил, что 2021 год станет годом криптовалют, и Revolut выполняет обещание. Одним из самых популярных запросов пользователей в последние несколько месяцев было добавление Dogecoin, и мы отреагировали на запрос. Об этом заявил глава отдела цифровых активов Эдвард Купер. Отличная новость. И последняя на сегодня, на этот раз не очень. Сервис CoinSeed объявил о закрытии из-за иска прокуратуры Нью-Йорка. Через это приложение можно было инвестировать в криптовалюты, но они решили прекратить свою работу, потому что их засудили власти штата Нью-Йорк. Их обвинили в мошенничестве, написали на их заявление, что якобы в 2018 году CoinSeed провело незарегистрированное ICO, а также применило скрытые комиссии и привлекало инвесторов ложными заявлениями. Но, видимо, реально были какие-то с их стороны косяки, что CoinSeed даже не стали отстаивать свои какие-то права, а просто сдались, поняв, что не с тем связались. И против целого штата идти им нет смысла. Давайте посмотрим, что теперь у нас на биткоине, на графике, после того, как в Сальвадоре теперь можно купить жвачку за биткоин. После этого мы показали неплохой рост. Со вчерашнего дня, кстати, направились, так как я отметил, ниже. Пробили, получается, мы лой вот этот и получили неплохой отскок. Если посмотреть на более мелких таймфреймах, то пока что у нас, похоже на то, что мы все-таки можем развернуться вниз. Пока рано говорить, что здесь у нас будет какой-то разворот, который послужит началом какого-то крупного движения наверх. Прогноз свой менять не буду. Зона достижения цены пока еще в силе. Приоритетный вариант движения биткоина — это у нас пока снижение. По эфириуму у нас такая же ситуация, немного отскочили наверх, но, кстати, меньше, чем по биткоину. Но мы и падали меньше, чем по биткоину. Но, несмотря на это, приоритетный сценарий также вниз. Каких-либо изменений и предпосылок на то, что мы пойдем вверх, пока здесь не наблюдается. И давайте еще Ripple глянем. По Ripple ударились в уровень поддержки, получили откуп, но пока заходного наверх нет. Вполне возможно, что мы будем пробивать этот уровень со второго раза. Нужно будет посмотреть. Также по Ripple вполне возможно движение еще вниз. Пока приоритет здесь совсем не лонговый. Что у нас по доминации? По доминации у нас случился красивый такой взлет наверх. Это, видимо, у нас сальвадорцы решили закупить биточка, раз он у них теперь легален. Доминация биткоина растет, и пока я вам скажу, он даже и не собирается падать. Скорее всего, доминация еще выше пойдет. Пока краткосрочно у нас мы обновили хай, получили импульс, даже при небольшой коррекции, больше вероятности, что мы пойдем дальше. Вот здесь, конечно, мы можем встретить сопротивление на вот этот скользящий средний, но до нее пока дойдем, думаю, что преград особых не будет. Думаю, да, скользяшки спокойно должны доходить. И еще один актив посмотрим, это у нас рубль-доллар. Он у нас здесь сломал структуру и решил хорошенечко укрепиться. Недавно я здесь снова покупал доллары, где-то вот здесь, по-моему, когда мы получили заходной импульс, но решили мы все-таки слиться вниз. Давайте посмотрим, что у нас сейчас здесь происходит. Данный сценарий у нас отменяется, так как мы пробили здесь лой. Естественно, я покупал, а стопы я не ставил, потому что для меня это не нужно по моей стратегии. Я просто закупаю доллары. Что у нас тут
теперь глобально. Ну, глобально, как всегда, рубль у нас улетит в ад, потому что вот здесь просматривается такой вот неплохой треугольник. Данное движение очень похоже на треугольник АБ. Сейчас мы развиваем волну С, потом будет DE. И после того, как мы его завершим, если он отрисуется правильно, то у нас должен совершиться полет наверх. Так, у нас тут объемов не видно. Давайте посмотрим на другой паре. Там, где есть хотя бы какое-то отображение объемов. Да, мы спустились вниз. И вот на данных уровнях у нас может произойти разворот. Мы как раз подошли вплотную к одному из них. И что мы здесь наблюдаем? Мы наблюдаем неплохую свечу с откупной тенью. Если посмотреть на дневки, пока день еще не закрыли, пока еще ничего тут не скажешь. Что касается покупок, то на ожиданиях покупать, я думаю, не стоит. Вообще, по ходу движения, где можно было покупать, ну вот здесь вот, здесь тоже 3 волны, здесь 3 волны наверх. Здесь пока снижение все это время было. Вот здесь что-то еще можно было предположить в плане разворота, но все, что происходило дальше, это просто нисходящее движение, на котором лонговать точно не стоило. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Здесь мы, смотрите, как ушли по цене вниз, по индикатору у нас даже еще близко не на этих значениях. То есть мы имеем лонговый дивер. И на дневках, в принципе, такая же история. Даже, в принципе, и вот здесь. Поэтому у нас что рисует график? График рисует у нас треугольник. А треугольник у нас будет актуален до тех пор, пока мы не пробьем лой внизу. Пока что у нас нижняя граница не сформирована. Примерно ожидаю вот такого движения, по завершению которого нас ожидает рост наверх. Естественно, здесь есть и второй вариант, в котором данное движение треугольника всего лишь выглядит как треугольник, потому что оно до конца еще не сформировано. Здесь вполне это может быть просто как вот здесь импульс. Сейчас у нас А, Б, С какая-нибудь коррекция идет, и мы просто в любой момент можем полететь наверх. В любом случае, здесь я не вижу какого-то очень, не знаю, такого уверенного сценария на то, что мы пойдем укреплять рубль и у нас все с экономикой будет хорошо. Наоборот, очень много вариантов движения, но они, наверное, 90% из них, они все идут дальше вверх. То есть курс у нас будет расти. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!